Хочешь режь, а хочешь куй, все равно получишь. Видео на ВК-видео на пару дней раньше. Ссылка в описании. Если ехать до 30 км в час, автомобиль производит характерный звук, чтобы пешеходы его слышали. Что мне не нравится в электромобилях? Мне не нравятся электромобили. Как говорил Джереми Кларксон, мне осталось жить 147 тысяч там каких-то часов, и я не хочу их тратить на электромобили. Что мне нравится в электромобилях? Сел и поехал. А когда нажимаешь на педаль газа, а есть ли в электромобиле педаль газа? Неважно. Ускорение песенное. О! Пагоды нашел с мостиком. Приятно. Юрий Лоза утверждает, что до Великой Жатвы это были энергетические установки, которые передают электричество на расстояние. Беспроводное эфирное электричество. Юрий Лоза знает, что говорит. Мужики, вы заходили на Автоспорт, чтобы проверить, сколько стоит ТО на ваш автомобиль? В смысле нет? Не ленитесь, зайдите в описание и посмотрите, какую экономию вы теряете. На сайте можно выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее откройте карту с ценами от официальных дилеров и проверенных сервисов, а это значит, что с гарантией будет полный порядок. Разброс цен, конечно, у сервисов бешеный. Смотрите, разница в 10 тысяч не редкость. А если вы думаете, там только корейцы или японцы, нет. Все машины есть, китайские в том числе. Ну и чтобы скидка была за вами зафиксирована, оставляйте заявку в 2 клика. Вот так вот все просто. И чтобы каждый раз не бежать к компьютеру, скачайте мобильное приложение, и скидки у вас всегда будут под рукой. Как я говорил, ссылка на autospot.ru в описании. Концерн Geely даже по мировым меркам не маленький, представлен практически на всех континентах. Вот только в России продукцию Geely считают вполне обычной, чтобы доставить собственное тело из пункта А в пункт Б. Обидно, ведь пафосный Zikr и Lindco, о которых говорят постоянно, принадлежат Geely. Ну, это я так, к слову. К какому слову? В модельном ряду Geely появился электромобиль EX5, и он готов навести шороху. Кузов визуально гладенький, как яичко. Такой эффект придал отказ от традиционной радиаторной решетки с прорезями и утопленные внутрь дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27. Это один из лучших показателей в сегменте. Габариты сопоставимы с хорошо знакомым нам бензиновым кроссовером Geely Atlas. Длина чуть больше 4,6 метра. Типичный среднеразмерник. В начальной версии Pro колеса будут 18-дюймовыми, но у меня комплектация топчик, Макс, и здесь уже 19-дюймовые лапти. И в том и в другом случае головная оптика светодиодная. На обе фары приходится 166 светодиодов, и они совместными усилиями способны пробивать темноту на 177 метров. Заявленный дорожный просвет среднестатистический для городского кроссовера 173 мм. При полной нагрузке между днищем и поверхностью земли будет уже 145 мм. Тоже, в общем-то, достаточно. Ведь эта машина не для бездорожья сделана. Соперников не так уж и много. Ближе всех по размерам и концепции Evolute iSky. А вот Evolute iJ и Москвич 3E будут заметно компактнее. Базовая модификация Pro, естественно, дешевле, а за тестовую топ-версию просят 4 миллиона 399 тысяч рублей.
Интересно вот, что заводская гарантия на электромобиле больше, чем на Джили с ДВС. 6 лет или 150 тысяч километров пробега. Как-то так. Пока EX5 собирают в Китае, однако в дальнейшем производство планируют перенести в соседнюю Беларусь. Электромобильную сущность Geely выдает лючок электрозарядки с двумя типами разъема CCS2 и Type 2. Первый для зарядки постоянным током, второй переменным. Смотрите, не перепутайте. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея находится под полом, по центру колесной базы. Со всех сторон она прикрыта коконом. В случае ДТП целостность конструкции должна сохраниться. Через 39 миллисекунд после столкновения питание отключается, что тоже повышает безопасность. Емкость аккумулятора 60,2 киловатт-часа. Интересно, что производитель заявляет, что ее ресурс составляет от 2 до 7 тысяч циклов зарядки. Для батареи прежнего типа и 1000 была за счастье. Несложно посчитать, что срок службы превышает 1 миллион километров. К слову, на аккумулятор гарантия даже длиннее, чем на сам автомобиль – 8 лет. Когда читаешь информацию про аккумулятор, прямо диву даешься. В огне не тонет, в воде не горит. Прям бессмертный какой-то. Его испытывали открытым огнем, били со всех сторон, мочили соленой водой, и все нипочем. И знаете, поверим на слово, я все это повторять не буду, жизнь и так прекрасна. Аккумулятор питает синхронный трехфазный электромотор. Его пиковая мощность 160 киловатт. Или в переводе на более понятный автомобилистам язык 218 лошадиных сил. Однако же, когда речь идет об автомобилях, в расчет берется не пиковая, а максимальная 30-минутная мощность. Так вот, она у EX5 составляет 70 киловатт или 95 лошадиных сил. Упоров нет. Нифига себе, друзья мои. Тут все видно. Транспортный налог будет неразорительным. За крутящий момент у нас пока плата не взимается. Geely дает только одно значение – 320 ньютон-метров. И силовая установка, и батарея снабжены системой автоматической терморегуляции, что дает им возможность работать в оптимальном температурном режиме. Если ехать медленно до 30 км в час, автомобиль генерирует характерный синтетический гул для того, чтобы его слышали пешеходы. Когда разгоняешься за этот предел, звук пропадает. Ну, такой себе гул, какие-то эльфийские колокольчики. Аккуратнее надо быть, когда крадешься за пенсионерами. К такому гулу они еще не привыкли. Да что они? Я не привык. Да, мне скоро пора на пенсию. Не дождетесь, мое сердце пламенный мотор. В моем сердце Марс. А разгоняться Geely умеет. Ускорение с места до 100 км в час ему дается за 6,9 секунды. Ни один бензиновый одноклассник с аналогичной мощностью не угонится. Само собой, как и у других электромобилей, здесь есть система рекуперации. При торможении кинетическая энергия не уходит в пустоту, а пополняет заряд батареи. Штука полезная. Заявленный запас хода в зависимости от модификации составляет 425 или 430 километров пробега. Мне такого расстояния проехать не удалось. 350. Вот. Но 350 – это отличный результат. У многих электромобилей из-за холодной погоды показатели снижаются. Если вы вознамерились зарядить батарею переменным током, имейте в виду, на это уйдет несколько часов. Самый удобный сценарий в этом случае – оставлять машину подключенной на ночь. Это если у вас есть частный дом. Ну а на терминале быстрой зарядки постоянным током все проходит куда живее. На пополнение закромов от 10 до 80% потребуется около получаса. Совсем другое дело. Само собой, на борту есть полный пакет водительских ассистентов. Без них на тест-драйвы я машины не беру. Шутка. Или уже не шутка.
Но что мне очень понравилось, как работает подвеска. Она мягкая и в пробой идти не хочет. Система удержания в полосе, функции контроля слепых зон и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, действующий в диапазоне от 0 до 150 км в час. Все работает четко, ну, по крайней мере, пока машина чистая. Ну что, товарищи, про салон вам рассказать мальца, а он может удивить. Например, массажем от передних кресел, 3 уровня разминания, 6 вариаций, я даже не знаю сказать, проминания, так сказать, движений. Кошачьи лапки. Божественно. Гусеничка. Или плечики. Женюсь. Оба передних сиденья умеют раскладываться практически полностью. Можно на парковке покемарить, а можно открыть панорамную крышу и под юбки чайкам заглядывать. А если еще массаж включить? Однозначно женюсь. Водительское место встречают рулем необычной приплюснутой формы и почти полным отсутствием кнопок. Все настройки проводятся через экран медиасистемы. Комплектация щедрая: 6 подушек безопасности, панорамная крыша, проекционный дисплей, система кругового обзора, аудиосистема с сабвуфером, электроприводы передних сидений с памятью занимаемого положения и даже динамики в водительском подголовнике. На них транслируются информационные сообщения. Электромобили, если не принимать во внимание дорогие топовые модели, обычно скупы на зимние обогревы. Ну, там, скажем, обогрев сидений будет, обогрев зеркал будет, заднего стекла будет. Тут это уже есть все в базе. Плюс обогрев руля, обогрев лобового стекла и заднего сиденья. Сзади просторнее, чем ожидаешь от машины таких габаритов. И пол совершенно плоский, трансмиссионного тоннеля тут нет. А вот багажник рекордов вместительности не бьет. 461 литр объема. Показатель для такого кроссовера, честно говоря, не рекордный. Но простому обывателю этого будет более чем достаточно. Тем более задние сидушки складываются. Ох! Мать моя женщина, вот это глубина корыта. Великолепно. EX5 автомобиль технологичный и продвинутый. Жаль, что полного привода нет. За такие деньги хочется все-таки, чтобы было 4 ведущих колеса. Но начало положено. Уверен, что в дальнейшем появится и второй электромотор, и полный привод. Если есть куда сделать шаг, китайцы его обязательно сделают. А вы, благородные доны, смиритесь с неизбежностью солнца.